Готовлю свиные ребрышки с картошкой в кастрюле. Разрезала свиные ребрышки по 2, по 1 ребру. А также у меня есть пару жирных кусочков мяса. В кастрюльку с толстым дном наливаю немного растительного масла и добавляю немного смальца. Свинина на смальце всегда вкуснее. Нарезаю жирную свинину небольшими кусочками и отправляю в кастрюлю. Жир в кастрюле уже хорошенько разогрелся. Стараюсь жирной стороной вниз, чтобы быстрее вытопился жир. Сразу добавляю несколько лавровых листиков, несколько горошин душистого перца и около десятка горошин черного перца. Крупную луковицу нарезаю полуперышками. Так готовый лук будет сочнее. И разбираю лук на отдельные полуперышки, чтобы не был большими кусками. Еще нарезаю морковь. Люблю нарезку соломкой. А в это время жирные кусочки обжарились и переворачиваю на другую сторону, чтобы выжарилось со всех сторон. И теперь добавляю кусочки мясных ребрышек. Пусть обжариваются на среднем огне. Свинина любит чеснок. С ним она вкуснее и ароматнее. Использую очищенный замороженный чеснок. Не забываю про ребрышки. Слегка зарумянились и переворачиваю на другую сторону. Теперь эту сторону солю и перчу. И добавляю крупно нарезанный чеснок. А вы на канале готовим с вами вместе. Пока ребрышки обжариваются, почищу и нарежу картофель. Я люблю кусочки покрупнее, а можно и помельче. Если мельче, тогда картофель быстрее приготовится. Ребрышки зарумянились со второй стороны. Переворачиваю. Проверяю на готовность вилкой. Плохо прокалывается и плохо спадает с вилки, значит еще не готово. А теперь солю и перчу. Жарится еще какое-то время, и когда мясо хорошо отделяется от кости, значит ребрышки готовы. Еще раз переворачиваю на другую сторону. И теперь добавляю нарезанный репчатый лук и морковь. Распределяю ровным слоем, накрываю крышкой и даю немного протушиться. Минут через 5 перемешиваю. Снова накрываю крышкой и пусть еще немного протушится, чтобы лук не был сырым и слегка обжарился. А теперь добавляю картофель и еще крупно нарезанный чеснок и слегка смешиваю с картофелем. Разравниваю. Добавляю горячую воду, где-то половина объема от блюда. Картофель солю, накрываю крышкой, делаю небольшой огонь и пусть тушится. Картофель остался непокрытым водой. Он будет готовиться на пару, а соль растает и стечет вниз по картофелю. Приблизительно минут через 20 картофель готов. Значит, и все блюдо, свиные ребрышки с картофелем, готовы. Очень вкусно подать с подливкой. Спасибо за просмотр, комментарии, лайки и подписку. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!